Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами сделаем своими руками выкройку топа бюстье по модели от известной марки Dolce Gabbana. По этой выкройке бестселлеру они шьют различные топы, лифы и бюстье. Итак, давайте попробуем сделать с вами такую же удачную выкройку. Для работы нам нужна выкройка облегающего лифа. Вы можете использовать свою проверенную выкройку, а я буду использовать выкройку облегающего лифа от нашей школы шитья. Я убираю все припуски с выкройки и перевожу ее на бумагу. Проведем линию груди, приложив треугольник к центру переда. От центра переда отмеряем половину расстояния между центрами груди. В 42 размере это 9 сантиметров. Теперь из этой точки с помощью циркуля мы обведем окружность 8 сантиметров. Для размеров 42-44 вы берете 8. Для размеров 46-48 берете 9 сантиметров окружности. И для размера 50-52 берете 10 сантиметров. Удлиняем нагрудную выточку, сводим ее к центру груди. Вот так, продлеваем линию. И также поступаем с нижней выточкой от окружности до центра груди мы проводим линию. И также для лучшего прилегания по центру груди мы с вами сделаем дополнительную выточку по центру переда. Итак, от линии груди вверх и вниз мы откладываем по 1 сантиметру. В сумме это 2 сантиметра. Итак, соединяем эти точки с центром груди. Вот наша дополнительная выточка. Так, эти выточки у нас закрываются. Я их заштрихую. Так, проведем вспомогательную линию под окружностью груди. Далее, по центру переда вниз от выточки мы откладываем 3,5 сантиметра. Вверх по центру переда от выточки мы откладываем 2,5 сантиметра. И теперь из этой точки, касаясь окружности, мы проводим прямую по направлению к пройме. Теперь от проймы вниз откладываем 2 сантиметра. По линии плеча убираем 1,5 сантиметра. И теперь продвигаемся вниз до линии, откладывая 1,5 сантиметра. Также. Так. Теперь наша задача соединить эти новые точки, проходя через пройму и прикасаясь вот в этой точке к пройме. Проводим красивую дугу, делаем новую пройму. Готово. Здесь у нас проходит бретель. Бретель шириной 3,5 сантиметра. Отмечаем и продвигаемся вниз. Также ставим метки 3,5 сантиметра. Соединяем точки. Это наша бретель. Так. Далее. На выточке от окружности внутрь отмеряем 1 сантиметр, ставим точку. И теперь от точки бретель мы с вами проводим красивую дугу, соединяя эти точки. Так. Измеряем это расстояние и переносим его на нижний срез выточки.
Так. И теперь эту точку соединяем с началом выточки на линии талии. Теперь обозначим линию отреза чашки. От линии под грудью мы выводим к центру вот такую дугу. Здесь также симметрично проведем дугу, и вот наша чашка здесь будет проходить. Далее выравниваем вот эти линии. И для того, чтобы вот это вот дополнительное прилегание у нас осталось, мы его перенесем на боковую деталь переда, вот сюда. То есть мы выгнем эту деталь на полсантиметра. Вот так. Здесь у нас будет небольшая выточка. Она перешла сюда. Я обведу поярче детали переда нашего бюстье. Берем лист кальки и переводим детали бюстье на бумагу. Верхняя часть чашки. Так. Обязательно ставьте метки, центр, верх и так далее. Так. Верхнюю часть мы перевели. Центральная нижняя часть чашки. Так, меточки. Сдвинули немного бумагу и переводим боковую нижнюю часть чашки. Обязательно метки. Вот наша чашечка. Далее переводим с вами боковую деталь переда. Так. Так. И теперь соединяем, делаем ее цельной со второй частью. Так. Готова боковая деталь переда. И теперь будем переводить центральную деталь переда. Так, по контуру. Обязательно обозначим сгиб переда, низ. И подводим к первой детали вторую. И соединяем, прорисовываем. Готово. Теперь переходим к бретели и переводим ее на кальку. Так. Плечо. Угу. Подпишем буковку П вперед. Вот наши детали переда готовы. Переходим к спинке. Нам нужно уравнять длину спинки и переда. Прикладываем деталь переда к спинке по боковой линии и смотрим разницу. Эту разницу мы переносим на спинку. У нас получилось 7 мм излишек. Убираем его. Отмечаем высоту спинки. Она у нас 16,5 сантиметров. Так. Прикладываем треугольник к центру спинки и проводим под прямым углом линию около 8 сантиметров длиной. И теперь плавно соединяем вот эти точки, рисуем верхний срез. В моей выкройке выточка по линии талии была перенесена в боковую линию. Сейчас мы ее вернем. Для того, чтобы сделать спинку из отдельных деталей, проведем линию в сторону бока длиной 2 сантиметра и соединим эту точку с проймой. Теперь ставим точки на расстоянии 8 сантиметров от середины спинки на верхнем срезе и на талии. На линии талии влево и вправо от этой точки откладываем по 1 сантиметру
И в результате эти 2 сантиметра мы переносим в нашу выточку. Соединяем точки на талии с верхним срезом. И эту линию мы убираем. Переходим к плечу. Я приложу деталь переда к детали спинки по плечевым срезам. И мы с вами увидим, что линия плеча спинки длиннее на 1 сантиметр. Во время шитья плечо спинки припосаживается и дает хорошую посадку на фигуре. То есть там есть выточка расстоянием 1 сантиметр. Сейчас мы эту выточку должны перенести в пройму. Делим плечо пополам и опускаем вниз прямую линию на расстоянии около 7 сантиметров. Так. И под прямым углом соединяем эту точку с проймой. Разрежем выкройку по этим линиям и закроем выточку на расстоянии 1 сантиметр по плечу. И у нас открывается выточка в пройме. Мы потом ее закроем. Заклеиваем плечевую выточку вверху, выровняем верхний срез и опять прикладываем вперед к спинке. Так, теперь переносим контур бретели на спинку спереда. Так, так. Соединяем точки, точку 8 и вот эту новую точку. Так, это одна сторона бретели. И внизу по модели у нас бретель немного шире, чем вверху. Я поставлю 4,5 сантиметра здесь. Так. По плечу ширина бретели у нас 3,5. Ведем эту ширину вниз примерно до середины проймы, потом постепенно расширяем. Так, приходим к точке 4,5 сантиметра. Немножко удлиняем вниз. По модели у нас такая бретель. На 2,5 сантиметра вниз. Так. И пополам делим расстояние между этими точками и опускаем уголок вниз на 1 сантиметр. Соединяем точки. У нас получился фигурный срез. Я наведу поярче детали выкройки. Так. Подпишу бок, вверх, низ. Так, обозначим бретель. Все. Теперь берем кальку и прикладываем первую часть, переднюю бретели к спинке. Соединяем их по линии плеча и обводим контур. Переводим выкройку бретели на бумагу. Обязательно перенесем выточку. Так. Готово. Также 2 детали спинки переносим на бумагу. Обязательно ставьте метки, чтобы не запутаться. Так. Низ, середина переда, вверх. И на небольшом расстоянии переведем вторую деталь спинки. Так. Ставим все метки обязательно. Теперь доработаем нашу бретель, закроем плечевую выточку и заклеим ее. Так. Также доработаем чашку. Она у нас получилась немного угловатая. Этого быть не должно.
мы должны закруглить вот эти линии, добавив по центру буквально 3-5 миллиметров. И на нижних деталях чашки также мы закругляем линии. На верхней детали для красоты можно углубить вырез на 5 миллиметров. Примерно посередине детали углубляемся на 5 миллиметров и проводим красивую дугу. Вот так. Вот такая выкройка бюстье у нас получилась. Для наглядности я склеила выкройку, и мы можем посмотреть результат нашего моделирования. По-моему, результат прекрасный. Друзья, я надеюсь, что вам был полезен этот мастер-класс, что я вдохновила вас на творчество. Выкройку облегающего лифа вы можете найти на сайте нашей школы. Выкройка идет в 5 размерах. Ссылку на выкройку я также оставлю под этим роликом. Я вам желаю легкого кроя и шитья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Юлия Чумакова.